Хорошо. Кто-то сейчас подойдет. Ладно, ребята, чтобы не случилось дальше. Осторожно. Вы пьете воду. Не ошибитесь. Ладно, ребята, чтобы не случилось дальше, мы споем это вместе, хорошо. Чингук переживал один из тех моментов, ради которых живут Иара-Эмуай. Игривый. Улыбающийся. Полностью в своей стихии на этой лондонской сцене. Энергия была электрической. Толпа шумела, и все казалось идеальным. А потом, меньше чем за секунду, все изменилось. Его улыбка исчезла. Его взгляд остановился на чем-то в толпе. Внезапно игривый Чингук исчез. На его месте появилось нечто, чего Иара-Эмуай никогда раньше не видели в таком виде. Чистый инстинкт. Чистая забота. Чистый Чон Чингук. И весь стадион почувствовал это изменение. Вот что делает этот момент таким особенным. Чингук не был ближе всех к толпе. Он не должен был заметить что-то неладное. Но он заметил. Из 7 участников на сцене, из сотен сотрудников и охраны вокруг площадки, Чингук первым это увидел. Он заметил Иара-Эмуай, которому было плохо, кого-то, кто страдал от жары, кого-то, кому срочно нужна была помощь. И Чингук не стал ждать. Он не стал искать кого-то другого, кто бы с этим справился. Он не колебался. Он увидел и двинулся. Этому нельзя научить, с этим рождаются. Чингук начал указывать. Его рука тянулась к толпе. Его голос прорезал шум. Он повторял одно и то же снова и снова: здесь. Здесь. А затем он убедился, что все точно понимают, что происходит. «Кому-то плохо», — повторил он. Громко. Четко. Безошибочно. «Пожалуйста, позаботьтесь об этом прямо сейчас». В его голосе не было ни малейшего колебания. Никакой растерянности. Он точно знал, что нужно делать. И он убедился, что все вокруг тоже это понимают. В тот момент он был не просто исполнителем. Он был тем, кто увидел нуждающегося человека и не стал отворачиваться. В этот момент Чингук был не один. Как только он начал подавать сигналы, остальные участники BTS последовали за ним. Чимен тут же обернулся, его взгляд проследил за Чингуком. Тэхён подошел ближе, пытаясь увидеть то, что уже заметил Чингук. Намджун подошел к краю сцены, наблюдая за ситуацией. Все участники остановились. Выступление замерло. Музыка затихла на заднем плане. И 7 человек стояли вместе, наблюдая за одной Иара-Эмуай. Именно это делает этот момент еще более сильным. Чингук начал это. Но все 7 закончили это. Вместе. Так, как и должно быть всегда. Как только прибыл персонал, все завертелось быстро. Они пробрались сквозь толпу, добрались до Иара-Эмуай, нуждающихся в помощи, дали им воды и расступились. Они убедились, что фанат в безопасности. И Чингук не отрывал глаз от ситуации. Он продолжал наблюдать. Следил за происходящим. Убедился, что все сделано правильно. Даже после того, как персонал взял ситуацию под контроль, на его лице все еще читалось беспокойство. Он больше не выступал. Он не думал о шоу. Он думал о том единственном человеке в толпе. И когда он наконец увидел, что ситуация под контролем, его охватило чувство облегчения. Он даже поблагодарил персонал. Небольшой жест, но все. Вот почему Иара-Эмуай не перестают говорить об этом моменте. Не потому, что Чингук сделал что-то драматичное. Не потому, что он устроил грандиозную сцену. А потому, что это раскрывает его сущность. Чингук — это тот, кто замечает. Тот, кому не все равно. Тот, кто действует, даже не думая о камерах, сцене или выступлении. В ту секунду, когда его улыбка исчезла, а взгляд остановился на толпе, вы увидели его настоящий характер. Не Чон Чингука айдола, а Чон Чингука человека. И именно это заставляет Иара-Эмуай так сильно его любить. Он всегда был таким, и подобные моменты доказывают это снова и снова. Вот почему Иара-Эмуай не могут перестать говорить об этом.
Практически сразу после того, как это произошло, AR и MUI по всему миру начали делиться увиденным. И реакция была ошеломляющей. Некоторые называли его ангелом. Другие говорили, что у него самое чистое сердце в индустрии. Многие фанаты отмечали, что Чунгук всегда такой, всегда наблюдает, всегда заботится, всегда ставит AR и MUI на первое место. Один фанат написал: «Он такой заботливый». Другой сказал: «Именно поэтому мы любим BTS». И один комментарий особенно запомнился. Фанатка сказала: «Чунгук увидел человека, а не толпу. Именно это делает его особенным. Для него важна не только сцена. Важны люди перед ней». Итак, вот мы и подошли к концу этой истории. И правда в том, что именно такие моменты делают Чунгука особенным. Не из-за сцен, которые он покоряет. Не из-за рекордов, которые он бьет. Даже не из-за движений, которые заставляют весь мир остановиться. А из-за таких моментов, как в Лондоне. Момент, когда шоу остановилось. Музыка затихла. Но огни все еще сияли. И Чунгук посреди всего этого решил посмотреть. Увидеть. Действовать. Он не ждал. Он не колебался. Он просто двигался. Потому что для него каждый человек в этой толпе имеет значение. Ева каждой сингла AR и MUI стоит того, чтобы ради него остановиться. Этого нельзя подделать. Это то, что чувствуешь. И AR и MUI мы чувствуем это каждый раз. Это не был единичный случай. Давние AR и MUI знают, что у Чунгука есть история такой тихой бдительности. Помните, как он мягко просил охранников не толкать фанатов? Или как он осторожно останавливался, чтобы убедиться, что никто не пострадал в давке переполненного аэропорта? У него всегда был этот врожденный радар, позволяющий ему чувствовать окружающих. Лондон был лишь самым ярким и наглядным примером тихой привычки, которую он выработал за годы своего существования. Таким артистам, как он, так легко затеряться в ослепительном свете. Когда ты смотришь на океан тысяч кричащих людей, совершенно естественно, что толпа сливается в одно целое. В единое движущееся целое. Но Чунгук не видит размытия. Он осматривает первые ряды. Он читает плакаты. Он смотрит в глаза каждому. Он постоянно напоминает себе, что каждый светящийся жезл представляет собой живого, дышащего человека со своей собственной историей. И красота этого выходит за рамки только Чунгука. Это отражает саму суть того, за что всегда боролись BTS. Когда Намджун, Сакджин, Юнги, Хасок, Чимин и Тэхён в тот момент сплотились вокруг него, это стало молчаливым свидетельством их общих ценностей. Им не нужно было проводить собрания на сцене. Им не нужны были указания от режиссера через наушники. Чунгук проявил сострадание, и его братья беспрекословно последовали за ним. Это единство — их истинная сила. После того, как фаната благополучно вывели и медицинская ситуация стабилизировалась, атмосфера на лондонском стадионе изменилась. Это было не тяжелое или мрачное чувство, а скорее глубокое ощущение безопасности. Тысячи людей на арене поняли, что они не просто обладатели билетов на масштабный поп-концерт. Они находились в пространстве, где их благополучие было важнее, чем сет-лист. Связь между артистом и аудиторией углубилась именно там, чего нельзя достичь одной лишь музыкой. Даже за пределами фандома AR и MUI этот конкретный момент вызвал нечто грандиозное. Когда клипы стали вирусными, люди, которые никогда даже не слушали песни BTS, остановились. Интернет полон безумных концертных видео, часто демонстрирующих хаос или разобщенность. Но здесь было видео абсолютного контроля, сочувствия и яростной защиты. Оно сразу же вызвало уважение. Оно доказало миру, что истинное влияние – это не только количество проданных альбомов, речь идет о том, как ты относишься к людям, когда давление достигает своего пика. Чунгук неоднократно говорил, что AR и MUI – это причина, по которой он поет, причина, по которой он выкладывается на полную. Мы слышим эти слова в интервью и читаем их в его проникновенных письмах в Weverse. Но действия всегда говорят громче слов. В Лондоне он не просто сказал AR и MUI, что ему не все равно, он доказал это.
Он буквально остановил свое собственное выступление мечты, чтобы защитить безопасность одной единственной фанатки. Это негласное обещание между BTS и их фанатами. Это отношения, построенные на взаимном спасении. ARMY защищают BTS от суровости индустрии, стриминг, голосование, побитие рекордов и защита от шума. В свою очередь, BTS защищают ARMY. Будь то тексты песен, залечивающие невидимые раны, или, в данном случае, остановка масштабного стадионного шоу, чтобы залечить физическую рану. Это семья. И в этой семье никто не остается в стороне. Спустя долгое время после финального поклона, когда фейерверки погасли и лондонский стадион наконец опустел, в памяти остался не только впечатляющий хореографический номер или захватывающие дух высокие ноты. Это был образ Чонгука, стоящий у края сцены с протянутой рукой, твердым голосом, глазами, полными глубокой тревоги. Молодой человек, на которого смотрел весь мир, но он смотрел только на того, кто больше всего в нем нуждался. Поэтому, когда мы говорим о наследии Чон Чонгука, давайте не будем просто перечислять хиты Billboard, побитые рекорды или аншлаги на стадионах. Давайте поговорим о его сердце. Давайте вспомним парня из Пусана, который вырос в мировую икону, но никогда не терял своей человечности. Лондонская сцена войдет в историю по многим причинам, но для ARMY это навсегда останется ночью, когда Чонгук доказал, что выше всей славы и почета любовь – самое мощное выступление из всех. Подумайте о волновом эффекте этого единственного действия. Когда одному человеку проявляется такая милость, это исцеляет тысячу других, наблюдающих за происходящим. На каждого поклонника, посмотревшего это видео, приходится определенная благодарность. За тысячи километров от Лондона, глядя на экраны своих телефонов, этот момент казался невероятно личным. Он вселял уверенность. Он шепнул молчаливое обещание в сердце миллионов: «Звездочка, если ты упадешь, мы тебя подхватим. Если тебе будет больно, мы это заметим». Звездочка, в этом и заключается магия Чонгука. Он не просто выступает перед публикой, он устанавливает связь с ее душой. Он превращает огромный, внушительный стадион в безопасное убежище. Оглядываясь на застенчивого, тихого 15-летнего парня, дебютировавшего много лет назад, контраст просто захватывает дух. Раньше он прятался за старшими участниками группы, стесняясь говорить или занимать место. А теперь посмотрите на него. Человек, который покоряет сцену не только своим огромным талантом, но и глубокой эмпатией. Золотой мальчик вырос в золотое сердце. Он усвоил каждый урок любви, смирения и доброты, которые ему преподали его старшие и фанаты, и теперь излучает их обратно в мир в 10 раз ярче.